Транзакция. Прошлое впереди. Вспомните, в вашей жизни были периоды, когда вы были счастливы. Об этом вам иногда могут напоминать мелодии, которые слышали в то время. Порой пробегает мимолетная тень ощущения того настроения, когда вы были полны надежд и жизнь казалась, если не праздником, то подготовкой к нему. В такие моменты у вас пробуждается ностальгия по утраченному. Грустно от того, что это было когда-то в прошлом, которое уже не вернется. Неужели ничего вернуть нельзя? В предисловии я обещал, что вы узнаете смысл слов «вперед в прошлое» только к концу книги. Теперь настало время выполнить обещание. Трансерфинг уже и так принес вам немало удивительных открытий. Вы, наверное, заинтригованы, что же готовится на этот раз. Все трюки со временем прочно обосновались в области фантастики. Несмотря на то, что даже теоретическая физика не исключает возможность путешествия во времени, реальность этого вызывает большие сомнения. Да, перемещение во времени кажется весьма сомнительным, но это зависит от того, в какой точке находится наблюдатель. Припомните модель двухмерных человечков на плоскости. Они не могут понять, где находится третье измерение. С точки зрения четырехмерного пространства наше трехмерное тоже кажется плоскостью. Рациональный разум скажет, все эти теоретические модели являются лишь моими абстракциями, однако я вижу то, что вижу. В трансерфинге много невероятного, но я призываю вас не верить, а проверять. Конечно, для проверки необходимо ваше намерение, некоторые усилия и терпение, потому что результаты проявляются не сразу. Внешнее намерение работает в большинстве случаев медленно и незаметно. Вам трудно поверить в существование этой таинственной невидимой силы, которая действует незаметно для глаз, особенно если пока просто читаете, не пробуя применить трансерфинг на практике. Но вот настал момент, когда вы сможете собственными глазами увидеть свое движение в пространстве вариантов. Вы убедитесь, что можете перемещаться во времени как вперед, так и назад. Это не будет похоже на путешествие в том виде, как его изображают фантасты. Мы с вами занимаемся только реальными вещами. В этот раз не придется ждать результата действия внешнего намерения, вы увидите все сразу, своими глазами. И это будет не трюк, и не эксперименты с выходом в астрал или пространство сновидений. На несколько мгновений вы реально почувствуете движение во времени и пространстве. На практике процесс сводится к одному несложному действию транзакции, состоящей из трех элементов. Для выполнения первого элемента необходимо вспомнить о своих центральных энергетических потоках. Если вы уже занимались энергетической гимнастикой, вам должно быть знакомо ощущение этих потоков. Сначала вы быстро пробегаете внутренним взором по своему телу и сбрасываете зажимы в мышцах, приходя в состояние релаксации. Затем мысленно представляете, как энергия движется восходящим и нисходящим потоками вдоль позвоночника. Для быстрого запуска энергетических фонтанов можно использовать один эффективный прием. Представьте себе, что из самого центра вашего тела выходят две горизонтальные противоположные стрелки. Одна направлена вперед, другая назад. Стрелки выходят из тела и выступают сантиметров на 20-30 или больше. Теперь мысленно поверните стрелки одновременно, переднюю вверх, а заднюю вниз так, чтобы они встали вертикально вдоль позвоночника. Вы сразу почувствуете, как энергетические потоки заметно оживились. Это упражнение можно выполнять и стоя на месте, и на ходу. Вы как будто поворачиваете ключ, который запускает центральные потоки. Не обязательно превращать их в фонтаны и замыкать в сферу. Главное представить, как вас пронизывают потоки энергии. Неважно, если вы их пока не чувствуете. С практикой придет и реальное ощущение. Проделайте это упражнение, когда просто гуляете или куда-нибудь идете. Вы почувствуете расслабление и легкость. Поворот ключа – это первый элемент транзакции. Этот элемент вы можете выполнять в любой ситуации, когда необходимо быстро прийти в состояние релаксации. Попробуйте поворачивать ключ много раз в течение дня, особенно когда чем-то озабочены. Вы сразу заметите, что ключ сбрасывает зажимы.
Мы все постоянно находимся под гнетом больших или малых проблем. Тяжесть автоматически отражается на мышцах. Вот вы идете и размышляете о чем-то гнетущем, беспокоящем, неприятном. В этот момент вспомните про ключ и поверните его. Убедитесь, что какие-то мышцы были напряжены, а теперь они расслабились, и вы почувствовали облегчение. Было бы полезно завести себе привычку поворачивать ключ как можно чаще в течение дня. Тем самым вы сможете постоянно освобождать и прочищать энергию намерения от избыточных потенциалов, которые вас угнетают. Считайте, что это ключ от футляра обусловленности, в который вас постоянно заключают гнетущие обстоятельства. Он не избавит вас от важности, но значительно облегчит процесс освобождения как на физическом, так и на энергетическом уровне. Вторым элементом транзакции является визуализация целевого слайда. После того, как вы повернули ключ, запустите в мыслях целевой слайд. Не забывайте, что вы должны представлять себя внутри слайда, а не смотреть на него, как на кинокартину. Вообразите себя в ситуации, когда цель достигнута. Чтобы привязать себя к слайду, представьте себе ощущения, которые вы испытываете внутри него. Потрогайте руками окружающую обстановку, представьте звуки, запахи или другие ощущения, которые вам лучше удаются. Крутите в мыслях слайд 1 или несколько минут. Транзакцию желательно выполнять в то время, когда вы спокойно идете по знакомой местности. Можете смотреть по сторонам, но лучше под ноги впереди себя, чтобы сконцентрировать внимание на слайде. После того, как вам удалось более-менее четко представить себя в слайде, посмотрите вперед осознанным взглядом. Не думайте ни о чем и не анализируйте, а просто глядите ясным взором вперед и вдаль на то, что видите. Ясный взгляд – это третий и последний элемент транзакции. В течение нескольких секунд на ваших глазах произойдет изменение оттенков окружающих декораций. Когда вы посмотрели на знакомый вид ясным взглядом, то заметили, что картина вроде та же, но в ней есть нечто другое. Добавился какой-то еле уловимый и необъяснимый оттенок. Как будто вы это раньше уже где-то видели. Или что-то новое, несколько необычное. Не конкретные детали картины, а некий привкус, ощущение, настроение, оттенок. Например, вы посмотрели на дом, который уже видели много раз, но сейчас подметили его окраску или освещение и поняли, что когда-то, при других обстоятельствах, уже переживали нечто подобное. В отдельных случаях может возникнуть ясное ощущение чего-то знакомого, происходившего раньше. Вам наверняка уже приходилось встречаться с таким странным эффектом, когда ощущения прошлого вдруг всплывают в памяти. Не воспоминания о прошлом, а именно ощущение прошлого дежавю. Этот эффект происходит с вами довольно часто, просто вы ничего не замечаете, потому что принимаете ситуацию как есть, другими словами, спите во сне наяву. Так вот, транзакция позволяет вам заметить, как мир меняется прямо на глазах. Вы смутно ощущаете нечто знакомое или наоборот чувствуете появление нового необычного оттенка. Что же здесь происходит? Материальная реализация слоя вашего мира движется в пространстве вариантов. Что вы видите? Вы видите смену оттенков декораций. Как вам известно, разные секторы в пространстве вариантов имеют различные сценарии и декорации. В зависимости от относительной удаленности секторов различия, будут проявляться более или менее сильно. Движение материальной реализации происходит равномерно, а потому незаметно. Вам не удастся уловить это движение, так же, как перемещение минутной стрелки на небольших часах. Разительные изменения в оттенках ощущаются лишь при достаточно резком переходе с одной линии жизни на другую. В таких случаях вам встречаются знаки, явно обращающие на себя внимание. В процессе транзакции визуализация целевого слайда усиливает порыв ветра внешнего намерения. Параметры вашего мысленного излучения сильно отличаются от текущей линии жизни. Поворот ключа усиливает энергию излучения, модулированного вашими мыслями. В результате движение реализации по секторам ускоряется. Ясный взгляд настраивает вас на то, чтобы проснуться и уловить изменения. Вот почему удается в течение нескольких мгновений
Пока длится порыв ветра, заметить смену оттенков декораций. Выполняйте транзакцию бесстрастно, как чистите зубы или причесываетесь. Сразу может не получиться, как и езда на двухколесном велосипеде. Нельзя игнорировать тот факт, что во время транзакции вы прикасаетесь к внешнему намерению, а это вещь неуловимая и не поддающаяся контролю. Я советую отнестись легкомысленно к тому факту, что у вас сразу не получилось. Все равно обязательно получится. Делайте спонтанные попытки, не старайтесь, не прилагайте усилий, не придавайте большого значения самой технике транзакции. Вполне может быть, что вы нащупаете для себя совсем другую технику. Действуйте как бы между делом и как вам удобно. Чем ниже для вас важность транзакции, тем лучше будет результат. Если не напрягаться, то все легко получается. Вам может показаться, что если очень часто повторять транзакцию, тогда движение к цели превратится в стремительный процесс. Это действительно так, но дело в том, что вы не сможете постоянно и всегда выполнять транзакцию безукоризненно, то есть бесстрастно. Все портит старая привычка желать. Если собираетесь мучить себя транзакциями, значит у вас сильный потенциал желания непременно и поскорее получить результат. Потенциал будет и в том случае, если вы проникнетесь необходимостью действовать и будете принуждать себя выполнять транзакции. Необходимость – это тоже избыточный потенциал. Поэтому я всегда призывал вас просто доставить себе удовольствие визуализацией целевого слайда, а не принуждать себя по необходимости. Потенциалы желания и необходимости отнимают энергию намерения, так что никакого порыва ветра не возникнет, а значит, транзакция не сработает. Особенно велико желание увидеть результат на первых порах. Я рекомендую постоянно обращать внимание на состояние своего желания. Как только вы уличили себя в желании получить результат, делайте перерыв и начинайте транзакцию заново позже. Если поймали себя на том, что изо всех сил стараетесь выполнить транзакцию качественно, вследствие чего напрягаетесь, вновь отложите свои попытки. Выполняйте транзакцию только время от времени, для своего удовольствия и любопытства. Не нужно зацикливаться на транзакции. Она служит лишь для того, чтобы вы своими глазами увидели движение в пространстве вариантов. Основное же внимание в занятиях трансерфингом следует уделить прокрутке целевого слайда и визуализации процесса реализации текущего звена трансферной цепочки. Внешнее намерение работает и так, независимо от того, видите вы это или нет. Но теперь появился своего рода иллюминатор в пространство вариантов. Вам предоставляется возможность реально наблюдать свое движение. Весьма впечатляет. Вы не будете разочарованы.